Ну что, подумал? Подумал. И что придумал? Придумал вопрос. Что такое время? Откуда оно берется? В твоем толковании жизни оно присутствует неизменно. Все время надо куда-то двигаться и что-нибудь из чего-нибудь выбирать. Быть, не быть, каким быть. А собственно, почему? Почему бы не остаться на месте? Для чего нарываться на трудности и натыкаться на все эти стенки? Зачем это жизнь? Можешь объяснить? Постараюсь. Ты помнишь, с чего мы начали? В начале не было ничего. Даже и самого начала. Потому что ничего – это и значит ничего. Абсолютная абстрактная пустота. Но при этом полная возможностей. Готовых, но не обязанных проявиться. Побуждающего или запрещающего начала нет. Понимаешь? Но просто некому сказать, нельзя или можно. Поэтому та возможность, которая обладает внутренней силой, можешь назвать ее волей к существованию. Этот шанс, конечно, не упустит. Ее просто некому остановить. И тогда появляется что-то. Что-то вполне конкретное, проявляющее эту возможность. Но раз оно появилось, значит время уже включилось, поскольку проявилось изменение. Но согласно этой логике все должно появиться сразу. Согласно логике, да, но согласно факту нет. Но как это пояснить? Пойми, появление всего и сразу ничего не меняет. Абсолютное все и абсолютное ничто совершенно неразличимы. Все есть и там, и там. Только в одном случае оно считается отсутствующим, а в другом присутствующим. Раньше говорили всего нет, а теперь заявляем все есть. А в чем разница, непонятно. Потому что разница возникает только тогда, когда нарушается однородность. Взгляни, к примеру, на эту линию. Видишь, на ней выделяется точка. Не вижу. Ну смотри внимательно, вот же она перед глазами. Ничего я не вижу, все одинаково. Вот именно одинаково, поэтому и не видишь. Явным становится только различие. Если оно проявилось фактически, так, или как-то иначе, значит, возник и предмет обсуждения. Нету различий, нет информации, повода для обсуждения нету. То же самое и с бытием. Есть или нет, то есть бытие или его отсутствие. Различимы только тогда, когда замечаешь и то, и это. Тогда можно провести границу. Здесь проявляется это, а там проявляется то. Что-то смутно доходит. Хорошо, будем говорить конкретнее. Представь себе диск с черным и белым сектором. Представил? Конечно, вот он. Слева черное, справа белое. И видишь сектора потому, что заметил разницу между ними, разделившую границу. А теперь предположим, что граница начинает вращаться. Она тобой уже не различима. И видишь сектора по-прежнему? Не то не сё. Они слились в что-то серое. Потому что граница исчезла. Но заметь себе, исчезла она для тебя. А для того, кто с границей вращается, эта дилемма еще сохраняется. Для него и черное, и белое по-прежнему определены. Он может посмотреть на черное, посмотреть на белое и осмыслить разницу между ними. Понимаешь? То, что считается в мире фактическим, как-то на фоне всего выделяется, чем-то от всех остальных отличается. И возникает только тогда, когда мы можем на нем сконцентрироваться, разобраться, а чем же именно оно отличается от всего остального. Того, что уже изучено и с чем мы умеем сравнивать. Мы изучаем одно обстоятельство и переносим сознание к новому, совершая познавательное движение. Потому-то и нужно время. Без него информация не возникнет. Но ведь вначале я видел их сразу же, оба раздельных линии сектора. Потому что черное и белое ты уже видел ранее. Ты был заранее подготовлен. Подготовлен? Кем? Собственной жизнью. Вспомни, как долго ты шел к пониманию, как совмещал в голове несовместное, слово за словом и факт за фактом. Ну, тут ты уже заврался. Несовместное совместить невозможно, по определению. По определению нельзя, а по факту можно. Что за бред? Что ж, давай разбираться. Вот перед нами особая линия, числовая ось. Каждая точка намеченной линии нам указала на некое качество или количество, это не важно. Важно, что выделив что-то знакомое, мы указали конкретную точку. А теперь покажи мне точку, обладающую несколькими из этих качеств. Скажем, совпавшую в нашем сознании и с единицей, и с двойкой, и с тройкой, но сохранившую статус простейшего, то есть по факту никак не делимой. Поэтому сложные объединяющие отрезки заведомо исключены. А как такое возможно? Быть простым и сложным сразу. Противоречие очевидно. Значит, не можешь? Конечно, нет. А я могу. Причем покажу тебе два варианта такого решения. Итак, решение первое. Надо уйти от простой одномерности и объявить наше поле трехмерным.
Мы добавляем наше измерение, если находим простейшим различием. Это как раз разбираемый нами случай. С виду объект представляется точечным, но обладает различными свойствами. И единицы, и двойки, и тройки. Просто каждому его свойству соответствует своя обособленная координата. Подожди, ну так же нельзя. Ты изменяешь исходные правила. Нет, эти правила я не меняю. Я опираюсь на то же понятие числовой оси. Но я меняю свое описание. Разве я говорил, что это недопустимо? Скорее наоборот. Это сделать необходимо. Поскольку ситуация возникла, а опознать мы ее не сумели. Ты же помнишь, запрещающего начала нет. Стало быть, ничто не исключается. Все, что угодно, возможно проявится. Вот нам приходится выяснять, а как. И заметь, в любой системе классификации такие неурядицы представимы. Чтобы они проявились фактически, достаточно в системе, описывающей вариантность, а для описания вариантности классификация как раз и используется. Заменить разделяющее или на объединяющее и. Переключатель заменить на смеситель. Ну, допустим. А дальше? А дальше предположим, что такую многомерную конструкцию нам применять почему-то не хочется. Скажем, еще не научились. В таком случае используем второе решение. 3 не совпавшие друг с другом значения мы выделяем в объекте по очереди. Сначала концентрируемся на единице, затем на двойке и, наконец, на тройке. Кстати, именно так мы и поступали при описании этой проблемы, ты же помнишь. Так вот, такое последовательное наделение правом на фактическое бытие разных фрагментов единого целого и сливается в явление, которое мы называем движением. Сложный объект представляется точечным, но проявляется в мире размеренно в виде цепочки простых состояний, относительно простых. С виду он прост, а по сути он сложен. Понимаешь? Противоречие оказывается разрешено. Время способно связать воедино то, что иначе связать не получится. Это способ существования невозможного. Невозможного логически, но практически очень даже реализуемого. Зачем нам второй вариант? Разве первого недостаточно? Да, тебя таки тянет в мистику. Хочешь, чтобы все было задано сразу. Чтобы тебе предложили вселенную с четким, уже проработанным планом. Выбери же, наконец, большой взрыв или большая жизнь. Заданный кем-то сценарий развития с полным пакетом любой информации. Или свободной воли живущего, постепенно наращивающего бытие. Что тебе кажется более вероятным? Да. Пожалуй, я выберу постепенность. Это кажется логичнее. Значит, вернемся к простому решению, то есть к структуре, построенной временем. Сразу следует оговориться, появление времени – это первое, что обнаруживается в бытии, до появления всего остального. Все остальное, и даже Вселенная, с общим законом и частными свойствами, станет фактической несколько позже, после того, как живое сознание выберет частную версию мира, используя силу времени. А выбрать оно может только то, что согласуется с его собственными представлениями о бытии. Поэтому антропный принцип в нашем мире фактически неизбежен. Антропный принцип? Да, факт удивительной подстроенности бытия под общие параметры человека. Науку он удивляет уже давно. Но я вижу, что-то тебя смущает. Еще бы. При той безудержной свободе, на которую ты ссылаешься, он должен быть воистину сумасшедший. Ну, это уже не так. Полная свобода была лишь в начале, до заявления жизни и бытия. Но первый же сделанный ею выбор начинает оказывать организующее воздействие и на все последующие. В силу того, что он сделал фактически и закрепился в намеченном мире. И чем больше выборов происходит, тем уже становится поле для всех последующих. Это и придает уникальность жизни. Кстати, это сразу отбрасывает огромное количество вариантов, несовместимых с уже закрепившимся, но допустимых формально логически. То есть быстрее приводит к решению, ставшему базой для нынешней жизни. Появление становится более вероятным. Не то, что концепция глобального перебора. Помнишь про 10 в степени 40 тысяч? Огромное количество вариантов отбрасывается сразу же, без переборов и строгих проверок. Именно эта особенность времени и порождает для нас обусловленность. Решение, принятое тобой ранее, даже впоследствии принуждает. Принуждает? Стоп, вот тут объясни подробнее. Что ж, смотри. Вот перед нами начало развития. Точка, в которой ничто не намечено. Только абстрактное поле возможностей, скрытых, но нами еще не изученных. Вдруг появляется что-то конкретное. Из ничего появляется точка. То есть одна из абстрактных возможностей в этом сознании себя проявила. Скажи, сколько точек ты сейчас различаешь? Ну, одну.
Ту, которая о себе заявила. Нет, ты различаешь две непохожие точки. Различение требует пары, одно отличается от другого. В противном случае различение определено. В данном случае точка с реализованным потенциалом отличается от точки с нереализованным, а последняя, по факту, может быть только одной. Все нереализованные возможности объективно неразличимы, то есть сливаются в нечто единое. Одну нереализованную возможность. Понимаешь, какая складывается картина? Факт проявления первой потенции тут же рождает особую связанность точки, в которой возможность проявлена, с точкой, в которой она не замечена. Пока. А почему пока? Может быть, ведь такого потенциала и нету. Он есть, потому что в ней объединились все остальные точки с любыми еще нереализованными возможностями. И некоторые из этих возможностей теперь будут обязаны проявиться, потому что возникла разность потенциала. Здесь уже было, а там еще не было. Возникла асимметрия, если хочешь, несправедливость. Этой точке можно, а той почему-то нет. И сохранится такое различие лишь при одном непременном условии. Кто-то его будет в мире поддерживать. То есть найдется такая инстанция, которая не позволит исчезнуть здесь и появиться там. Никогда и ни в коем случае. А такой инстанции нету. Это мы тоже уже обсудили. Поэтому симметрия восстановится обязательно. Причем, обрати внимание, возникла эта асимметрия исключительно из-за инициативы первой точки. Это именно она внесла дисбаланс. Другие точки в этом не замечены. А значит, и восстановление справедливости будет происходить за ее счет. В той изначальной системе мышления, что породило такое различие. В этой связи обнаруженная потенция будет вынуждена перераспределиться, отдать часть своего потенциала точке аутсайдеру, чтобы и там появилось такое же. В результате все умозрительные позиции окажутся обнаруженными и изученными. И когда не было нигде, и когда было и не было вместе, и когда уже было везде. Стоп, ты упускаешь одну из возможностей. Все собирается в новой точке. Нет, это все та же исходная связанность. Точки с реализованным и нереализованным потенциалом. В чем отличие? Ну как же, раньше все было слева, а теперь все находится справа. Но если посмотреть с другой стороны, объективно эти позиции неразличимы. И субъективно они одинаковы. В каждом из двух обозначенных случаев все размещается в маленькой области, в точке, в которой возможность проявлена. Значит, и то, что все это исследует, тоже находится в этой же точке. Тогда чем эта ситуация отличается от прежней? Ну хорошо. А если в первой точке что-нибудь сохранилось? Скажем, исходная база сознания. В таком случае разность потенциалов в указанных точках будет меньше, чем в первом случае. А фактически замечается именно разность. Значит, возникло такое же качество, но потерялось немного количество. А вот сценарий останется прежним, он от количества не зависит. И повторяется снова и снова, пока количество не исчезнет. Пока равновесие не наступит. Кстати, ты про нулевое начало термодинамики что-нибудь слышал? Да, краем уха. Тогда напомню, если объект изолирован полностью, он неизбежно придет к равновесию, той примиряющей всю однородности, в рамках которой движения нету, если имеющиеся потенциалы не пополнять. Если же их пополнять, изоляции очевидно нет. Мы подтвердили все это логически. Всякое нарушение симметрии себя обязательно исчерпает, и тогда необходимость во времени отпадет. Подпитывать его будет нечем. Подожди, а как же другие нераскрывшиеся возможности? Их в этой общей модели немерено. Если они в этом мире появятся, значит возникнут другие движения с тем же стандартным итогом развития, который мы уже рассмотрели. Возникнет новый ход для движения, которое тоже обязательно завершится. Так что, все когда-нибудь остановится? Нет, тепловой смерти Вселенной не будет. Тепловой смерти, вспоминаю, Вселенная включает в себя все, значит изолирована по определению. Но тогда она действительно должна замереть, согласно указанному закону. Вывод логичен, но в целом не верен. Да, согласимся, Вселенная замкнута в каждом конкретном своем состоянии, но не в своей изначальной потенции. Вспомни, откуда она появляется. Это последствия скрытой активности некой невидимой миру инстанции. Поэтому изначально она не замкнута. Что-то ее породило, а стало быть может и поддержать. Что-то все время ее оживляет. И совершая все новые выборы, вводит в действительность новые качества. А значит и новые потенциалы. Поэтому, пока существует жизнь, то есть выбирающее начало, Вселенная не исчезнет. Да, но реальная жизнь конечна. Одна конкретная да. Но ведь таких завершенных реальностей можно построить достаточно много. Неограниченно много.
И это мы тоже уже обсудили. Кроме того, не следует забывать, если сознание начало двигаться, вряд ли когда-то оно остановится. Есть такая штука, называется инерция, ты же знаешь. Конечно. Кстати, почему она возникает? Ее порождает время, его пассивная сторона. Пассивная? Да, та, что снимает любые различия и согласует возникшие качества, созданные перед этим активной его стороны. Смотри, вот перед нами развертка во времени. То есть такой элемент представления, в рамках которого видно движение. Пусть на каком-то его интервальчике мы обнаружили микродвижение. Здесь изменение стало реальным. А на соседнем таком интервальчике эта возможность еще не проявлена. Там вообще ничего еще нет. Пока. Тебе это ничего не напоминает? Да, ты говорил про такое пока 2-3 минуты ранее. Вот именно. Мы об этом уже говорили. Тут уже было, а там еще не было. Возникла разность потенциала. Да, здесь немного другая специфика, но асимметрия все же имеется, и ее приходится устранять. Новизна заключается в том, что раньше сравниваемые фрагменты проявлялись вместе, а теперь они возникают по очереди. Значит, начальный кусочек движения нам переделать уже не получится. Он состоялся во всех отношениях и зафиксирован в пройденном прошлом. Остается только одно. Надо скопировать то, что закреплено, на обнаруженный чистый участок. Иначе симметрии не достичь. В результате из начальной точки следующего временного фрагмента, которая совпадает с конечной точкой прежнего, начинает разворачиваться точно такая же временная цепь. Дальше мы вновь замечаем различия и устраняем его точно так же. И так до бесконечности. Ограничивающего начала нет. Понимаешь, какая складывается картина? Любое реализованное движение будет всегда повторяться во времени, пока что-нибудь не мешается и чего-нибудь в нем не изменит. Инерция. Мы называем это так. Очень полезное качество времени. То, что приводит систему к стабильности и сохраняет модель поведения при переходе к последующей жизни. Снова рождаешься, снова исследуешь и постепенно привносишь новации, чтобы давать в свой мир информацию. Но и в условиях нового выбора инерция все же действует. Менять свои предпочтения становится все сложнее, тем более такое глубокое, о котором ты заявил. Подожди, о каком предпочтении ты говоришь? Я уже запутался. О предпочтении схемы движения. В выборе схемы, привязанной к творчеству. Из ничего надо вывести что-то. Не думай, что это единственный вариант. Возможно и стратегия упрощения. Можно убрать из наличной реальности то, что в нее было внесено ранее. Вот оно было, и вот его нет. Создание и потребление бытия. В мире возможно и то, и это необходимо. Как можно взять то, что в мире отсутствует? Как, не попробовав, можно познать? И очередность в таких операциях, конечно же, очевидна. Сначала бытие создается, а потом уже используется. Исследуется, подтверждается, потребляется. Называй как хочешь. Чтобы достигнуть во всем равновесия, люди используют обе стратегии. Но одна из них все-таки преобладает. Стратегия создателя или потребителя бытия. Чтобы ты понял между ними различия, мы сопоставим простые движения. Линия жизни тобой рисуется, или она же тобой стирается. В первом из этих случаев работа может начинаться с нуля. Нет ничего, что возникло заранее. Эта методика в целом первична. А во втором обстановка меняется. Кто-то сначала нанес эту линию, и лишь потом появляется ластик. В сущности, это движение вторично. В первом мы знаем конкретное прошлое, но не имеем понятия о будущем. А во втором наблюдаем обратное. С будущим ясно, а прошлого нет. Оно исчезло из этого мира. Какой из этих случаев твой? Очевидно, первый. Я помню, что было вчера, но не знаю, что будет завтра. Вот именно первый. Именно поэтому ты сказал от простого к сложному. Это соответствует твоему глубочайшему представлению об общем способе организации бытия. А теперь скажи, где сохраняется та информация, что накопилась по мере движения? Я не знаю. А где она сохраняется? Она сохраняется в настоящем, поскольку прошлого уже нет фактически, а будущего еще не было вообще. Получается, что каждое новое состояние этого мира должно становиться все более сложным. Надо все больше реальных носителей для сохранения всей информации. Понимаешь? Накопление времени означает накопление данных, которые надо где-нибудь размещать. Поэтому Вселенная обязана расширяться, или точнее сказать усложняться, эволюционировать, как и ты. Ведь носителем информации о твоей субъективной версии бытия являешься именно ты.
А значит, ты просто вынужден эволюционировать, иначе твой способ существования во времени окажется невозможным. А почему ты все время подчеркиваешь, твой? Что, есть какой-то другой? Конечно, мы же только что о нем говорили. Возможно, стратегия упрощения. Сумму того, что считают реальностью, можно со временем или наращивать, или ее потихоньку расходовать. Если добавить к ней что-нибудь новое, мы создадим предпосылку движения. Новое надо подробно исследовать и подключать ко всему, что имеется. Если убрать привнесенное ранее, стимула к новой активности нет. Как ты понимаешь, наращивать можно сколько угодно. Внешнего ограничивающего начала нет. А вот расходовать, увы, движение когда-нибудь завершится. Стирать уже будет нечего. Первая схема открыта для творчества. Ну а вторая сидит в изоляции. В ней только то, что вложили в начале. Творчество здесь появилось лишь разово. В тот первый исторический момент, когда вне всяких правил и предписаний было задано все на свете. Большой взрыв, а дальше одни лишь следствия. Больше притока энергии нет. Или информации, называй как хочешь. И когда она заканчивается, движение с неизбежностью завершается. Батарейка садится, а новую взять негде. Да. И что, других вариантов нету? В простейшем случае нет. Ага. Значит, есть непростейшие. Конечно. В целом возможно любое решение. Но наипростейшее только такое. Выбор из двух равнозначных возможностей. Жизнь же использует оба решения. Взяли конкретный набор информации и разобрали все пункты до тонкости. Далее снова чего-то добавили и разбираемся с более сложным. Постепенно накапливаем бытие. То есть ты хочешь сказать, что жизнь – это циклическое явление? Конечно. Нельзя объять необъятное, ты же знаешь. Все приходится исследовать по частям, используя принцип времени. Вот ты в исходном своем положении, вот обнаружил другое явление. Вот формируешь к нему отношения. Все, разобрался, движения нет. Если бы, конечно, не инерция. Все повторяется снова и снова. Точнее говоря, повторялось бы, если бы твоя опытность не нарастала, а она накапливается. Погоди, твоя информированность растет. Поэтому с каждым новым своим рождением ты начинаешь работать успешнее. Ты понимаешь все более сложное, все быстрее находишь решение, благодаря чему у тебя остается время не только развивать, но и строить. Строить то, что станет объектом интереса на следующем шаге твоего развития. Развитие того сознания, которое накапливает информацию о бытии. Цикличность? Конечно. Без нее такую вселенную не накопишь. Ну что ты опять молчишь? Что ты на это скажешь? Ничего, мне снова надо подумать.